Всем добрый вечер. Это мой старинный маркетир Карл Хадсон с Канады. Он вырос намного больше, чем я за эти годы. И сейчас сюда придет еще хозяин компании сам, Дэниел Батс. Но пока он придет, мы поговорим с Карлом. Особенно о том, что происходит, почему это случилось. Пока я хочу сказать самую одну причину. Недавно обвалились два очередных больших лохотрона. Вы все прекрасно знаете, о чем я говорю. Где опять люди потеряли кучу денег. Опять там крики, суды, полиция и все остальное. Задача была сделать новый честный бизнес, который мы делаем всегда. Это третья компания у Дэниела. Все три работают. И это будет работать, никуда не деется. Где мы исключаем все риски у партнеров. Потому что мы не работаем с деньгами через компанию. Это никакие не проценты. Деньги компания не аккумулирует вообще. Все идет из рук в руки немедленно и сразу же на всю глубину. Ну а пока поговорим с Карлом. Hi Carl, how are you, my friend? Thanks for coming. We want to talk about the new company, the new start, and your vision about this. Why jump on it? Why it's so interesting for you and your team? Awesome. Well, thanks for having me. What I have here with this new crypto company, it's a brand new take on a pass-up system. We have actually changed things so much that, and this is actually, Vadim had a lot of input into this to make this the uniqueness that it is. This pass-up system will allow you to actually make money on even your pass-ups, okay? We've done what we call a 50-50 split on that, and Vadim will explain that in detail. But I just want to cover a couple of things. Why a pass-up system versus, say, a binary or a matrix or unilevel or something like that? Let me translate this for now. Yeah. Okay. Ребят, значит, вопрос такой стоит. Почему в США отходят матрицы, бинары, unilevel, ну, вы знаете, straight line, как он, блин, по-русски-то? Ну, короче, 7 линий вниз просто и так далее. Почему эти компетиционные планы уходят, и люди уже не хотят туда вообще идти? Потому что там надо кучу народу и распределить им очень небольшие деньги на всю эту глубину. То есть вот, чтобы дать 10 линий по матрице, это будет по $1 с человека. И кто может собрать под собой 1000 людей, чтобы получить $1000? В бинаре вы поставили 6 человек, получили $30. Ну, чтобы получить $30, надо, чтобы 6 встало. Плюс там еще какой-то продукт, который никому нужен и так далее. Ну, народ хочет быстро, много, просто и сразу, чтобы поднять компенсационный план за 30 секунд. И мы вам объясним, что мы сделали в этом плане, чтобы никто не терял ни людей, ни деньги на всю глубину и на всю ширину бесконечно. All right, Carl. Okay, so what we've done with our program here is we've made it so that when you go out and do your sponsoring, that you are paid for every person that is in your business, and you actually retain them all too. You don't actually pass the people up. You're only going to be passing up 50% of the money. Окей. Значит, в этой системе мы возвращаемся к тому, куда переходят все американские компании. У них сейчас у всех один и тот же самый главный компенсационный план. Это или 1 наверх, или 2 наверх. Или номер 2 наверх, или номер 4 наверх. Но у них у всех была одна беда. Человек, конечно, получал деньги на миллион уровней вниз от каждого второго и четвертого. Все слали ему деньги спонсору. Но сам человек, который позвал второго и четвертого, он ничего не получал по маркетингу. То есть он должен был отдать 2,4. И все 2,4 должны были отдать 2,4. И все 2,4 на бесконечную глубину были привязаны к одному человеку, от которого эта линия пошла. И ему платили эти сотни тысяч платежей. Так, например, Дэвид Вуд сделал свои $200 миллионов. И многие другие люди, Вик Стрижеус, я много знаю, кто заработал по такому плану. Но в итоге сегодня, да, это хороший план. Но люди устали, как они говорят, работать бесплатно. Они говорят, мы отдаем 2,4, мы ничего не имеем, нам не интересно. И тогда сегодня, впервые, и с моей подачи, мы предложили сделать так, чтобы номер 2,4 делился 50 на 50 между пригласителем и спонсором. Таким образом, вы начинаете получать деньги на миллион уровней вниз, но вы уже не просто кого-то отдаете туда наверх, вы получаете за свою работу 50%, что является на сегодняшний момент, сейчас, $62.50 в биткоине. Мы вернемся через несколько минут, почему в биткоине, но я вам объясняю систему. Никто не теряет деньги ни в глубину, ни в ширину. 2,4
делится со спонсором и приглашенным 50 на 50. Окей, как? Okay, so this is what puts us far beyond if you were in a matrix or a binary. It takes way too much work and way too many people to make the same amount of money with just a few people in our program. We wanted to make sure that money was put in everybody's pocket on every little bit of effort that it was done. And this is why it's becoming, it will be the most attractive program that's on the net in the crypto market. Сегодня в криптомире это будет одна из самых больших запусков, потому что американцы в чатах, они начинают там прыгать, хлопать в группах, да. Они никогда не видели такого, что можно уже никого не отдавать, а получать деньги со всех, и теперь даже человек 2,4, он все равно привязан к тебе, а не к спонсору. Просто вы делите деньги на двоих. И это вот большое достижение для сегодняшних компенсационных планов, которые везде одинаковые. Оно требует очень мало людей, но вы получаете очень много денег. 100% комиссии на всю глубину и ширину. Это вам не 10%, не 20, не 30. 100% комиссии немедленно из рук в руки в биткоине. Прямо сейчас, без ожиданий. Окей, поехали. Okay, so hopefully that explains why we're doing a pass-up system versus any of the others. Now, what I want to do is address the Bitcoin issue with a lot of people. There's been a lot of predictions that have never come straight with cryptocurrency in the last year. And that's because there's been a lot of uncertainty with the banking systems and with governments. Now, what has happened in the last few months is that banks are now and countries are now starting to accept the fact that they're going to need to implement cryptocurrency into their structures. This is what's now going to cause the bull run. Okay, the bull run is what that is. It's usually a short little spurt. They expect this one to be 3 to 6 months, maybe a little bit longer. That's going to drive the value of Bitcoin and other cryptocurrencies up. And then it will go again to a bear market, which means that's where it'll start to taper off and see if the usability is there. And that could be a short term or it could be a long term like it was here. They expect it to be a very, very short term before a second bull run happens again and the currency then starts to go up. We should see a significant change in the value of Bitcoin and Litecoin and a lot of the other top currencies in 2019. That's why this is the time, the timing is perfect to be involved in a program like this that's completely crypto driven. На последнее время на Западе все больше понимают, что нужно переходить на цифровые валюты, привязывать свой бизнес и так далее. Ну, все переходит к тому, все растет, все меняется, все проходит, приходит все новое. И поэтому, когда биткоин становится практически легальной валютой везде, во всех странах мира, за исключением некоторых, мы ожидаем, и все аналитики, которые, кстати, предсказывали, что биткоин будет 15 тысяч долларов, когда он был 400, в это тоже никто не верил, но эти же самые люди потом сказали, что он упадет на 6, когда он был 20, в это тоже никто не верил, он упал, как вы видите. Эти же самые люди говорят, что он взлетит в цене в несколько раз к ихнему самому главному празднику, который Christmas, 25-го Рождество, 25 декабря. Взлетит неожиданно и резко, так же, как в 2017 году. Буквально за неделю, 10 дней будет взлет 2-3 раза. На этом они не останавливаются, так как его становится все меньше и тяжелее майнить, доставать все тяжелее, то они говорят, что пойдет расти еще дальше. До какого-то момента. Затем он опять может упасть, но эта программа поможет вам, если вы возьмете ее серьезно, увидите, мы будем рисовать свой маркетинг-план, увидите, сколько здесь бесконечных денег на всю глубину вниз сразу же вам в биткоине. И если вы сделаете, я не говорю 1, 2, 10 биткоинов, если вы сделаете то, что вы сможете сделать, поддержите его до декабря, затем продадите 2-3 раза больше, это и будут ваши инвестиции. Okay? Okay. So I'm not sure what else you want me to cover with the program here. The only thing I can really, I want to kind of finish with is that
We are now in what we would call, I guess, a short soft launch, where we're preloading people one at a time into the system. And Vadim will be able to do that with you in a manner. We just cannot promote it widely until the company launches here in the next 24 to 48 hours. But here's what I want to share with you. Just in the last 24 hours, I have personally created over $800 in commissions just at the pro level, which is the $150 level. Okay, so we have people that have made a few $100s at the novice level, but obviously the pro level is where you want to be, because this is going to grow very, very fast, and we don't want anybody losing commissions. How many people is that, Carl? 12 people. 12 people created me $800 in commissions. All right. Значит, мы сейчас находимся в бета-тесте, мы запускаем Россию нас первыми. Я вам объясню потом, почему мы еще будем общаться. Потому что мы победили DigiSoft, если вы помните, 2 года назад, что хозяин прислал письмо в 5 утра с квадратными глазами. Он в жизни такого не видел. Он говорит, я не могу поверить, за несколько часов, несколько тысяч платных русских, что это за люди, что это за монстры, я такого в жизни никогда не видел. Поэтому, конечно, ставка на нас, потому что если мы захотим, мы сумеем. Я знаю, что мы сумеем, это не проблема. В любом случае, в компании зарегистрировано очень мало людей на бета-тестировании. Но как хочется вам сказать, что когда пришло 12 человек в его первую линию, всего лишь 12, так, он заработал немедленно $800 в биткоине. Это только 6 человек из них пошло на 2 пакета сразу. То есть там пакет 25 и $100. Остальные только на первый пакет пока попробовать. И тем не менее он заработал $800 всего лишь за 24 часа, сразу же себе на кошелек без ожиданий. То есть в этой компании серьезный потенциал, большие деньги. Просто нужно взять ее серьезно, не распыляться по лохотронам. Помните, все позакрывалось, но туда все приглашали всех. Они же все кричали, заходи, никого не надо приглашать. Просто вноси деньги, получай раз в месяц проценты, и что дальше? Никто никого не надо приглашать, и всех приглашали. В итоге кинули себя и тех, кого звали. Мы хотим делать честный бизнес. Вот не надо этих попрыгушек, все равно лучше маркетинга я пока не вижу. Много, быстро и до бесконечности. All right, Carl. Okay. Not sure what else you want me to cover, Vadim, because I've covered pretty much what you asked me to cover. So I think we're pretty much good. I will send you the I have sent you the PowerPoints. You'll be able to go through that with your people. I don't know what else you'd like me to cover. Well, I think for now I'm gonna draw some marketing plan pictures for my people. They see the compensation plan, how it works, and then we're gonna start little by little, one by one, not in a hurry, you know, not to crash the service on your system. All right. Okay. Yeah. It should. We're not ready for the mass amounts to come in yet, so that's what we're gonna do one by one for right now. Yuri is also ready to go. You can let him know. Thank you, Carl. Okay. Я должен вам нарисовать, как всегда по традиции, маркетинг-план. Вы знаете, что художник из меня никудышний. Но я хочу сказать следующее, почему мы впереди планеты всей. Смотрите, значит, мы заходим раньше всех. И вы, каждый из вас, совершенно любой из вас, может также тащить сюда и Запад. Запад тоже любит новые запуски, и для них это удивительный компенсационный план. У них такого нет компенсационного плана. Поэтому у вас у каждого в кабинете есть страницы захвата, привязанные в компании к серии писем, которая будет слать им приглашение на вебинары и рассылку за вас. Люди приходят туда по вашей ссылке, компания добивает их на оплату. Это вначале всегда работает хорошо, особенно на новых предстартах. Там есть и баннеры, а у вас есть Easy Banner Income, можно туда повесить 6 баннеров с этой страницы захвата, вести их рассылку. Далее, каждый день в 8 вечера Карл и его команда ведут вебинары. Они идут 30 минут для всех новых ваших партнеров. То есть задача какая? Человек в рассылку пришел, вы ему шлете ссылку также сами на вебинар, пусть приходит и смотрит, и слушает, и принимает свои правильные действия. Daniel, hi, how are you?
This is Very the good. owner of the company, guys, who is here, the Daniel Bate, and send him a comment. Hi, Daniel. Hi, it's very nice to be here. Hopefully my internet's working good enough. Tell me, please, why you created this company? You got two already. Why you so in a hurry? What's going on? Почему ты создал эту компанию? У тебя уже две есть. Зачем тебе третья? All right. Why I created it for, we needed a low ticket item for that would work for everybody, and the timing seems to be perfect as well. I don't know how much I can talk if you have to translate everything. All right, answer your phone, I will translate. Barrett, он объяснил это тем, что, как и я понимаю, все аналитики сейчас кричат об этом биткоине. Какие письма я открываю в рассылках, везде биткоин. Daniel, you talk to big guys about the Bitcoin and analytics. So what the prediction about the Christmas time? Oh, it's gonna be off the charts. I was just on a ship, actually a Russian ship, on a cruise in the Mediterranean, and a company called Coinsbank put it on, and and I met Roger Ver. I met the owner of the founder of Litecoin, Charlie Lee. I met Brock Pierce, all kinds of people, and the consensus is the same from everybody. That Bitcoin is going to go through the roof. Next year is going to be a huge year. Should I stop now? Let me translate. Он был сейчас на корабле по Средиземному морю, где встречался с большими коиновскими лидерами, скажем так. Там был и основатель лайткоина, и еще большие имена. Ну, ребята, которые в теме. Я хочу, чтобы вы поняли, что биткоин это не какая-нибудь неконтролируемая штука, как нам все рассказывают, да, которая хочет сама раздваиваться на форки, там, на золотой биткоин, на кэш биткоин. Захотел, раздвоился. Захотел, пошел на бирже, договорился, что он будет продаваться. Захотел, сдулся, захотел, раздулся. Захотел, сделал из себя фьючерсы. Сам ходит, сам говорит, сам за себя все решает. Прям восстание машин какое-то, да, внеземной разум. Нет, конечно. Вся эта тема контролируется людьми, которые больше всего его держат. И когда им надо, он будет там, где надо. Поэтому Дэниел объясняет. Они все говорят одно. Это будет его год. Конец года, начало года вы увидите резкий, непонятный и очень большой рост. All right, what else? Well, there's only so much Bitcoin. There's only 21 million Bitcoin. So the only thing that can happen as more people use it is the price goes up, and it's about to become very usable. There's a company called Bakkt that's bringing on Starbucks, which is all over the world. And they're also bringing on Microsoft. There's another company called Fidelity that's already in place. There's another company coming on board. There's ETFs that are going to be approved sometime in the beginning of 2019. This is all going to make Bitcoin go through the roof. It's going to go huge. There's nowhere for it to go, because there's only two things that can happen. Either you can make more Bitcoin, like print more Bitcoin, or the price goes up because it has to be divided into smaller pieces, and the price driving the price up. And because you can't create more Bitcoin, the price is going to go up. There's nowhere else for it to go. Цена биткоина взлетает, потому что у него есть лимит 21 миллионов, и очень много компаний сейчас запрыгивают, будут его принимать официально. Уже много принимают, но будет заходить еще больше компаний. Он перечислил большие компании. Это делает его еще более востребованным. Майнить его все тяжелее, доставать все тяжелее. Лимит как был, так остается, то есть уменьшается, и цена идет вверх. То есть чем его меньше, тем он дороже. Yeah, we got it. So, Daniel, there's gonna be a big company what you created for now because of this pay plan which is working in Bitcoin. And people always looking for stability. You know, it's two big hypes in Russia, just crashed a few days ago. I don't know if you heard it or not, but it's very big highs and lots of people lost their money. So I am assure them that your company running forever, especially because it's member to member. Yeah.
And we set it up so that the wallets are external, so everybody has control over their own funds. We, as a company, don't have control over anybody's funds. We can't run away with anybody's money. And so we set it up that way on purpose. Я спросил о надежности, потому что люди теряют деньги в хайпах постоянно, по той причине, что они просто не хотят ничего делать. Лучше внести и так далее. Тем не менее, это продолжается много лет. Я спросил, а почему мы должны верить тебе, хотя я знаю его много лет. И он ответил очень просто. Компания не держит ничьих денег. Вы шлете их друг другу. Мы не при делах. Мы это внешний валет, то есть кошелек внешний, к которому мы не имеем доступа. Мы не можем вас ничего забрать, ничего. Мы просто ведем бизнес, помогая своей команде получить биткоин и умножить ваши деньги, когда он действительно взлетит. Кто-то может сделать здесь очень большие деньги, реально. Ты тот, кто займется. Alright, and the last word, and let's go to work. Thanks for coming. Thanks, Daniel. We're gonna try. We're gonna work. And we're gonna do it. Спасибо всем, кто пришел. Я привез для вас топовых лидеров, хозяина компании, что увидели, что все просто, все прозрачно. И чем проще, тем лучше. Поэтому давайте начнем.